Всем привет! Меня зовут Даша, и я рада приветствовать вас на своем канале о вязании и прочем творчестве. Сегодня будет мой первый мастер-класс. Дело в том, что недавно я наткнулась в Пинтересте вот на такой прекрасный орнамент. Я подумала, ну это же обычный бабушкин квадрат, но я догадывалась, что это какое-то жаккардовое плетение, потому что здесь повторяются цвета, и, наверное, как-то оно идет по кругу. Я жаккардовое плетение пробовала всего лишь разочек, и не сильно в этом разбираюсь. Поэтому я искала мастер-классы какие-то на YouTube по плетению подобного чего-то, но не нашла ничего, ни схем. Ну, схемы я еще не очень хорошо умею читать, тем более про жаккардовое плетение схемы, Поэтому я пробовала просто путем проб и ошибок. Я связала уже некоторое количество и могу рассказать секретики или ошибки, с которыми я столкнулась при вязании первого своего квадратика. Почему мне так понравился именно этот орнамент? Казалось бы, просто бабушкин квадрат по кругу вяжется, но он формируется в такой безумно красивый паттерн, стильный, и особенно классно из него сделать какие-то интерьерные штуки, вроде подушки или покрывала. Плетение достаточно плотное получается, поэтому какой-то легкий свитерок не получится, но классно сделать можно сумку, например, шопер, или что-то более плотное, вроде пальто или жакета такого плотного. В общем, буду рада, если кому-то пригодится сейчас этот мой мастер-класс. Приступим! Итак, для вязания вот таких квадратиков нам понадобится 3 цвета пряжи. Вы можете выбрать абсолютно любые оттенки. Мне нравится очень вот эти. Крючок 4 миллиметра. Мне кажется, это самая оптимальная плотность получается. Какие-нибудь любые ножнички. И толстенькая иголочка, пластиковая или металлическая, неважно, для заправления кончиков. Итак, приступим. Оставим один образец, на который будем подглядывать. Как обычный бабушкин квадрат с серединки. И это кольцо амигуруми, как обычно, при любых вязаниях квадратных мотивов. Как делать кольцо амигуруми, можно найти по запросу. Думаю, все его умеют делать. Затягиваем. И это наша первая петелька. Всего нужно 3 петли подъема. Раз, это первая, 2 и 3. 3 петельки подъема. И здесь сразу же хочу сказать о маленьком секретике. Для удобства подъема каждого ряда удобнее, чтобы петли подъема были ближе к серому цвету. То есть нам удобнее сейчас начать не как обычно мы начинаем 3 петли подъема, 3 столбика, потом уголок, 3 столбика, уголок, 3 столбика, уголок и так далее. А мы начинаем сразу с уголка, то есть 3 петельки подъема, сразу 2 петельки уголка делаем, еще 2 петельки воздушных. И теперь вяжем 3 столбика с накидом, как в сторону квадратика. Вот, у нас получилось из первых петелек сразу же уголок. 3 столбика с накидом, снова 2 воздушные петли уголка и еще 3 столбика с накидом.
Здесь мы видим, что мы уже провязали 2 стороны, и нужно провязать так еще 2. Так, и последнюю сторону, когда мы провязываем, мы вяжем не 3 столбика с накидом, а только 2, потому что третий у нас уже был в начале, в самом, как первый столбик. Были 3 петельки подъема. То есть мы делаем 1 столбик, 2. Теперь можно подтянуть кольцо наше амигуруми, чтобы закрыть дырочку. Все, и здесь мы просто присоединяем в 3-ю петлю подъема соединительной петелькой. Вот он. Можно еще подтянуть наше колечко. Вот такой первый ряд. Самый классический, самый простой, но фишка в том, что наш кончик не в середине оказался. Так бы, если мы здесь поднимали петли, то у нас следующий ряд был бы уже посередине. А так как мы будем сейчас во втором ряду провязывать и добавлять новый цвет, то это не совсем удобно. Удобнее сделать вот именно так. Я уже путем проб и ошибок перепробовала всяко разное, так удобнее. Так, сейчас начнем вязать второй ряд. Давайте сразу проанализируем схему и поймем некоторые вещи. У нас каждый уголок состоит из 2 столбиков с накидом в петельку уголка и 1 столбика с накидом в ряду стороны квадрата. И так повторяется каждый уголок. А уже в середине самой стороны квадрата у нас добавляется 1 столбик бежевого цвета, 5 столбиков бежевого цвета, 3 бежевого, 3 рыжего, 3 бежевого, ну и соответственно здесь 3 бежевого, 7 рыжего, 3 бежевого. Вот, все повторяется, поэтому логично повторяется, это же орнамент. Итак, сейчас мы делаем 3 воздушных петли подъема, просто в сером цвете, потому что это как раз именно вот это, этот столбик подъема. Дальше делаем накид, и у нас классический уголок. Еще раз повторю, он состоит всегда из 2 столбиков с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом в дырочку уголка. Первый столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Я даже не буду говорить с накидом, потому что тут, в принципе, весь узор столбики с накидом. Тут больше другого нет. Поэтому я просто буду говорить столбик, столбик или там воздушная петелька, воздушная петелька. 2 воздушные петли. И еще 2 столбика с накидом в дырочку уголка. Итак, наш уголок готов. Дальше мы начинаем сторону квадрата. Сторона квадрата в данном случае это верхушки столбиков, то есть дырочки над столбиками. Они обычно находятся чуть-чуть правее столбика. Если вот так расправить, то это будет заметно. Потому что на самом деле вот дырочка первого вот этого столбика часто теряется в петлях уголка. Поэтому просто поверьте мне, так вы избежите ошибок, подправляйте немножко вот сюда все вот эти столбики, петельки уголка. Тогда вы хорошо увидите вот эту дырочку, в которую нам нужно делать столбик с накидом. Но делаем мы его наполовину, а вторую половину мы присоединяем новый цвет.
Это просто запомните всегда так в жаккардовой технике, чтобы цвета грамотно переходили один в другой. У нас же всегда получается столбик, и его верхняя петелька, она слева. Если мы будем просто вязать, то у нас весь узор немножко будет как съезжать, что ли, я не знаю. В общем, в технике жаккарда каждый раз, когда мы присоединяем новый цвет, переходим на новый цвет, мы не довязываем предыдущий столбик. Вот, это у нас первый столбик серый, мы половинку провязали, а вторую половинку сразу присоединяем новый цвет, в нашем случае бежевый. Я никак не завязываю, не закрепляю никаких, просто оставляю ниточку, я ее потом заправлю. Вот мы включили новый цвет. Можно чуть-чуть серенький подтянуть, бежевый тоже подтянуть аккуратненько. Все, теперь мы работаем с бежевой нитью, но не забывайте, так, чтобы не мешался кончик, я вообще его возьму в другую сторону. Вот наша бежевая нить и наша серая нить, рабочая. Мы сейчас работаем с бежевой, но серую не забываем всегда. Все остальные цвета помимо рабочей мы придерживаем и прячем по контуру всех наших рядов и прячем внутрь столбиков. Таким образом делаем один столбик с накидом, и опять же не до конца, потому что следующий у нас идет смена нити снова на серый цвет. Перекрещиваем нити и довязываем наш столбик снова серым. Вот такой получился у нас бежевый столбик. Снова придерживаем бежевую нить вдоль по контуру нашего квадрата и делаем столбик в сером цвете. Его мы уже делаем полностью, потому что дальше у нас нет смены цвета. Дальше мы провязываем уголок. Итак, мы видим, вот у нас уголочек, состоящий из двух. Вот эту формулу мы уже запомнили, можно не повторять. А сам ряд, вот, он состоит из 3 столбиков. Серый, белый, серый. Здесь серый, 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 а здесь серый, белый, серый. Ну, бежевый точнее. Итак, сейчас вяжем просто классический уголочек. Не забываем, ребят. На самом деле я в первое время постоянно забывала, пропускала. И приходилось распускать. Поглядывайте на изнанку, потому что нить нового цвета нужно всегда вести по контуру и прятать в каждую петельку наших всех столбиков. Так, я сделала 2 столбика с накидом. Что я тут сделала, я уже забыла. 2 воздушные петли. Два столбика с накидом. Так, начинаем новый ряд. Опять, смотрите, вот если так посмотреть, то вообще не видно никакой дырочки здесь. Поэтому не забывайте подправить вот сюда. И тогда сразу увидите вот эту дырочку вот сюда. Делаем первый столбик серого цвета, но не до конца. Меняем, перекрещиваем нить. Заканчиваем этот столбик бежевым цветом. Придерживаем серую нить вдоль квадрата. Делаем накид и провязываем столбик в бежевом цвете. Не до конца. Так. Не до конца, так как дальше у нас снова идет смена нити. Перекрещиваем нить. Серый цвет, довязываем этот столбик. Дальше просто серый столбик полностью. Ну, тут уже поняли принцип. Дальше идет уголок. И встретимся вот здесь.
Итак, мы сделали последний уголок. Провязываем первый в этой стороне столбик серого цвета, не до конца, потому что дальше у нас смена цвета, на последний в серединке бежевый столбик. Так, довязываем бежевым и провязываем бежевый столбик. И здесь нам не нужна смена нити, мы довязываем полностью этот бежевый столбик, так как дальше в следующем ряду у нас будут бежевые столбики в этом месте. Соединяем, как обычно, в третью петлю подъема, но здесь я сразу хочу серую нить, которую мы по контуру ведем, чтобы не было долгих протяжек, я ее тоже здесь фиксирую. Таким образом, третья петля подъема. Так. И соединительный столбик. Вот он. Здесь у нас получается серый тоже закрепился. Дальше просто 3 петли подъема бежевого цвета. Серую нить не забываем. Вот в этом моменте, когда мы с ряда в ряд переходим, часто можно бросить и забыть про нить. Не забываем, поддерживаем ее по контуру квадрата. Делаем накид и делаем в следующий столбик еще один столбик бежевого цвета. Последний в стороне столбик у нас серый. Кстати, вот, я сейчас забыла, провязала. Это абсолютно ничего страшного. По первости это будет постоянно происходить при смене цвета. Просто на половинку спускаете, то есть столбик на половинку, потому что следующий у нас будет смена цвета. И в этот раз, в этом ряду я буду перекручивать нити наоборот. Не вот так, а вот так. На самом деле это не супер критично и не так важно. Я пробовала и так, и так. Все равно в любом случае будут постоянно перекручиваться здесь нити. Это жаккардовое плетение. Просто смиритесь с этим. Аккуратненько расправляете. Можно, знаете, прям сам моток перекручивать вот так, распрямлять. В общем, тут по ходу решите, как вам удобнее. Мне нравится в одном ряду перекрещивать в одну сторону, в следующем ряду перекрещивать в другую сторону. Хотя все равно запутываются нити, знаете. Так, дальше провязываем серый столбик. Здесь просто, может быть, сейчас не совсем понятно, потому что мы ряд начали с серединки. Но вот давайте вот эту следующую сторону вместе провяжем, и станет абсолютно понятно. Все, дальше у нас идет уголок. Уголок по стандарту. 2 столбика с накидом в дырочку уголка, 2 воздушных петли и еще 2 столбика с накидом в дырочку уголка. Все, начинаем сторону. Казалось бы, вот сейчас хоп, и не видно ничего. Дырочки над столбиком. Чуть-чуть подправляете уголок, и вот она, эта дырочка. Делаем столбик, первый столбик серого цвета, но не до конца, потому что он один. Дальше идет смена цвета. Бежевый. Подтягиваем. И теперь мы провязываем целых 5 столбиков с накидом бежевого цвета. Пятый столбик, но не до конца. 1, 2, 3, 4, 5 столбик не до конца, только на половинку. Дальше идет смена цвета. Сменили на серый, и последний в стороне серый столбик провязываем полностью. Все, вот сторона наша готова. Дальше идет снова уголочек.
Не забывайте про нить, которую нам нужно держать постоянно по контуру всего квадрата. Давайте встретимся уже сразу вот здесь. Итак, я довязала до середины. И сейчас как раз последний раз, два. Тут два уже есть. Соответственно, пятый мы сейчас провязываем. Провязываем полностью и делаем соединение в третью петлю подъема бежевого цвета предыдущего ряда. Делаем петлю соединения. Вот она. Таким образом получилось. Далее снова идет маленькая фишечка от меня. В следующем ряду мы будем включать уже рыжий цвет. И он будет как раз над вот этими тремя в серединке столбиками. И чтобы на самом вот этом стыке не менять нить, это всегда заметно и не очень красиво, на стыке, в смысле вот где столбик подъема, мы сейчас чуть-чуть отодвинемся влево, а это сделать очень просто. Так, перекрещиваю серую нить, чтобы она шла вдоль. И делаю еще в следующую, так скажем, вот у нас петля соединения, в следующую петлю столбика делаем еще одну точности такую же. Вот. Получается, мы просто передвинулись на один столбик влево. Все. Так, еще раз перекрещиваю серой нитью. И теперь спокойно, наконец-то, мы можем сделать 3 петли подъема на новый ряд. Не забываем серую нить придерживать вдоль контура. И здесь у нас остается еще 2 столбика бежевых. Провязываем. Раз. Два, не до конца, потому что у нас идет смена нити. Так, теперь я перекручиваю снова в другую сторону. Не знаю, вроде помогает, вроде чуть меньше запутываются нити, но все равно запутывается. Довязываем столбик серым цветом и провязываем еще один, последний в стороне столбик серого цвета. Все. Ну, так как мы снова начали где-то там с середины, давайте провяжем уголок и провяжем вместе всю сторону, вместе с включением нового цвета. Итак, уголочек мы провязали. Чуть-чуть отодвигаем. Проверяем, что у нас ниточка внутри спрятана. Вторая бежевая. И провязываем первый в ряду столбик серого цвета, но не до конца, на половинку, потому что мы дальше меняем цвет на бежевый и провязываем 3 бежевых столбика. Раз, два, три. Но не до конца, потому что сейчас мы вводим новый цвет. Я опять же ничего не завязываю, никаких. Некоторые делают вот, знаете, петельку. Еще как-то я, чем меньше узелков, тем лучше. Я потом прячу все кончики. И завершаем наш столбик новым цветом. Можно чуть-чуть подтянуть обратно бежевый. Так, здесь хвостик. Так, рыжий кончик, да, все, прячем куда-нибудь, чтобы не мешался. В руку беру. Здесь все подтягиваю. И теперь нам нужно всегда придерживать 2
нити других цветов. И, естественно, чем больше вы цветов разных берете, тем больше всех этих нитей и вот этого всего запутывания. Все, дальше мы провязываем 3 столбика рыжего цвета. Точно так же пряча теперь 2 ниточки по контуру сторон нашего квадрата, пряча внутри столбиков. Раз. Столбик. 3 столбик, но не до конца, потому что дальше мы меняем снова нить на бежевую. Когда уже 3 нити, то тут я уже вообще не знаю, каким образом. Это не важно, каким образом вы там ее переплетаете. В отличие от вязания спицами интарсия, здесь реально это не важно, в какую сторону вы поворачиваете нити. Это минимально влияет на изнанку изделия, и уж точно ничего не развалится. Дальше мы провязываем 3 столбика бежевого цвета. Раз. Три, но не до конца, потому что дальше мы берем серенькую ниточку и провязываем последний столбик в этой стороне квадрата. Последний столбик в стороне квадрата всегда серый. Дальше идет уголочек. Все, я думаю, тут принцип понятен. Давайте провяжем и встретимся уже в самом конце. Итак, я провязала последний столбик рыжего цвета. Провязала я его опять же полностью весь, не половинку, а полностью, потому что в следующем ряду у нас в этом месте будет именно рыжий цвет. Соединяем в 3-ю петлю подъема соединительным столбиком. Вот, за обе половиночки. Вот. Все, соединили. Следующий ряд начинаем с рыжего цвета. Делаем 3 петли. Так, окей, не забываем снова присоединять. Перекручиваем наши вспомогательные цвета другие и делаем 3 петли подъема. Так, что у нас дальше? Я смотрю вот так обычно по дырочкам. Последний у нас столбик серый, потом 1, 2, 3 бежевых, 1, 2. Так, следующий у нас столбик снова рыжий. Провязываем его, но не до конца, потому что дальше у нас смена на бежевый цвет. Смена на бежевый. И провязываем 3 столбика с накидом бежевого цвета. Так, у меня тут уже вообще все в хлам запутывается. Последний 3-й столбик бежевого цвета провязываем не до конца. Меняем нить на серый. Так вот. Подтягиваем чуть-чуть. И дальше делаем последний в этой стороне столбик серого цвета. Все, оформляем уголок, как обычно. Так, начинаем новую сторону с серого столбика всегда, но не до конца провязываем, меняем на бежевый цвет.
Провязываем 3 столбика бежевого цвета. Третий столбик провязываем не до конца, потому что у нас идет смена цвета на рыжий. Подтягиваем чуть-чуть. И теперь мы провязываем целых 7 столбиков рыжего цвета. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-й столбик провязываем не до конца, только половинку. И дальше меняем на бежевый цвет. И провязываем еще 3 столбика с накидом в бежевом цвете. И третий провязываем не до конца. Меняем нить на серый цвет. И провязываем последний в ряду. Всегда последний столбик серенький. Не в ряду, а в стороне. Все, сторона готова. Здесь у нас немножко более пухло. Ну, во-первых, у меня от пряжи. Потом все это можно выровнять отпариванием. Все, дальше оформляем уголок и каждую сторону по такому же принципу. В конце абсолютно точно так же соединяем в 3-ю петлю подъема, и наш квадратик готов. Но сейчас я все равно быстренько свяжу, чтобы в конце посмотреть, что получилось. Все, мы довязали до конца. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7 у нас уже есть столбика. И здесь мы просто соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема, как обычно. Соединяем. И обрезаем нить. Вытягиваем. Те нити вспомогательные, которые у нас остались, тоже можно, точнее тоже обрезаем. И здесь они немножко дальше протянуты. Здесь можно уже иголочкой их вытянуть. Например, бежевый заканчивается здесь, дальше он уже нам нигде не нужен. Можно его примерно вот так вытянуть. Все, здесь я уже буду его закреплять. То же самое серый. Серый у нас вообще вот здесь закончился. Чтобы лишний раз просто эту толщину здесь не копить, потому что мы и так сейчас будем закреплять. А закрепляю я без узелков, но я протягиваю нить таким образом, чтобы она не просто по прямой шла вдоль стороны, потому что так, мало ли, изделие тянется, растягивается туда-сюда, и эта нитка постепенно может как-то вылезти. Чтобы она держалась крепко, особенно в местах, где нужно именно соединение крепкое удержать, я ее прячу петелькообразными, кругообразными узорами. То есть вот так, вот так, вот так, вот так, потом возвращаюсь еще и вот так. Зигзагами всякими. В общем, чем больше всяких зигзагов, тем лучше, чем просто по прямой где-то прятать ниточки. В общем, этим я сейчас займусь уже не на камеру. Как прятать ниточки, я думаю, уже все знают. У каждого, может быть, свои какие-то любимые способы. Вот такой мотив вышел. Надеюсь, кому-то было полезно. Может быть, какие-то действительно секретики. Возможно, кто-то еще проще способ знает. Буду рада вашим комментариям. И спасибо за просмотр. Ну и что вы думаете, я разве остановилась на одном цветовом сочетании? Я еще сделала вот такой вот яркий. И еще одно мое любимое сочетание вот такой. Обожаю. Я бы из всех что-нибудь связала, конечно же. Я сейчас напишу подробно, какие из артикулов, цветов и пряжи я использовала для этих сочетаний, если вдруг вы захотите повторить прям в точности.